Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такую великолепную шапочку, которая подойдет под любой образ. Шапочка у нас с красивыми жгутами по всему периметру, с теплым отворотом. Вязать будем на взрослого, объем головы 52 сантиметра. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Покажу, как сделать отворот с таким красивым краем. Не с узелочками, а с косичкой. Вязать я буду из BBB Record, 100% меринос. Цвет у меня номер 305. Здесь на 50 грамм 175 метров. Вязать я буду в 3 нити. Ушло у меня чуть больше 3 мотков. Складываем 3 ниточки вместе, оставляем небольшой кончик. На спице номер 5 я набираю 70 петель. Обычным способом. Сначала будем провязывать резиночку с нашим отворотом. Затем перейдем на рисунок. Раппорт рисунка у меня как раз 7 петель. 4 петельки на жгут и 3 изнаночных между жгутиками. Я набрала 70 петель плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Следим за тем, чтобы косичка наборного ряда у нас нигде не перекручивалась, смотрела в центр круга. Петельку с левой спицы снимаем, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем нашу соединительную петлю и разворачиваем вязание. Будем вязать другую сторону. Начинаем вязать резиночкой 1 на 1. 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Так до конца ряда. Разворачиваем вязание мы для того, чтобы наборный край нашего отворота был с красивой косичкой, а не с узелочками. Сейчас мы вяжем резиночкой 1 на 1 до конца ряда. Если у вас спицы разъемные, возьмите левую спицу на размер меньше, чем правую, тогда вязание будет идти легче и быстрее. Сейчас у меня левая спица номер 4, правая спица номер 5. Я довязала ряд. Во втором ряду над лицевыми вяжем лицевые, над изнаночными изнаночные. Лицевые вяжем за переднюю стенку, изнаночные за заднюю, чтобы петельки у нас не перекрещивались. И у нас формируется такая резиночка. Таким образом мы вяжем на нужную нам длину отворота. Я провязала 25 рядов. Такой отворотик у нас выходит. Сейчас мы переходим на вязание рисунка. Я повешу маркер. Это у меня колечко. Оно всегда под рукой. Раппорт узора у нас 7 петель, 3 петли изнаночные, 4 лицевые. Повторяем так до конца ряда. 3 петли изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые. Это наш первый ряд узора. Я довязываю ряд. Маркер переодеваем. Второй ряд вяжем точно так же. 3 изнаночные, 4 лицевые. 3 изнаночные, 4 лицевые. Так вяжем до конца ряда, и третий ряд провязываем точно так же. Я уже довязываю третий ряд, переодеваю маркер. В каждом четвертом ряду мы будем делать перехлест вот здесь.
в лицевых петельках наших. Вяжем 3 изнаночные. Нам надо поменять местами первые и вторые 2 петли. Спереди работы вводим спицу во вторые 2 петли, снимаем 4 и меняем местами с первыми. Возвращаем первые 2, затем вторые 2. Провязываем 2 петельки лицевыми. У нас по периметру будет много жгутов. Есть такая хитрость, чтобы жгутики не стягивали полотно. Между перехлестами делаем накид. Провязываем еще 2 лицевые. Далее у нас снова 3 изнаночные. И снова делаем перехлест. Вводим спицу спереди работы во вторые 2 петли. Меняем местами с первыми 2 петельками. Возвращаем на левую спицу. Провязываем 2 петли лицевыми. Делаем накид. И еще 2 петли лицевыми. Так вяжем до конца ряда. Делаем перехлесты в каждом столбике с лицевыми петлями. Не забываем делать накид между петельками. Я довязываю ряд. У меня остался один перехлест. Провязываем 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Маркер переодеваем на правую спицу. И в следующем ряду вяжем 3 изнаночные, 2 лицевые. Наш накид распускаем. 2 лицевые. Так до конца ряда. 3 изнаночные, 2 лицевые. Накид распускаем. 2 лицевые. Далее будем повторять наш узор. Это у нас первый ряд после переплетения жгутиков. Во втором и третьем ряду мы провяжем 3 лицевые, 4 изнаночные, и в каждом четвертом будем делать переплетение жгутиков. И так будем вязать на нужную нам высоту шапочки. Я провязала 40 рядов, то есть 10 переплетений наших жгутов. Теперь мы начнем нашу шапочку уменьшать, закруглять макушку. Такой у нас отворот с красивой косичкой, не с узелочками. Начинаем делать убавочки. Первые 2 изнаночные нам надо провязать вместе. Я их разворачиваю, провязываю вместе изнаночные за переднюю стенку. Далее по узору 1 изнаночная, 4 лицевые с распустившимся накидом. Снова провязываю 2 изнаночные вместе. Провязываю за переднюю стенку, 1 изнаночная, 4 лицевые, накид распускаем. Так делаем убавочки до конца ряда. Первые 2 изнаночные провязываем вместе за переднюю стенку. Далее по узору. Второй ряд мы провязываем без убавок. Вяжем по рисунку. 2 изнаночные, 4 лицевые. 2 изнаночные, 4 лицевые. Так до конца ряда. В следующем ряду мы снова убавляем изнаночные. Разворачиваем 2 изнаночные, провязываем вместе за переднюю стенку. По узору далее 4 лицевые. 2 изнаночные провяжем вместе. 4 лицевые.
Так вяжем до конца ряда. Следующий ряд у нас ряд с перехлестами. Мы его провязываем без убавочек. 1 изнаночная. Делаем перехлест жгутиков. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 1 изнаночная, перехлест, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Вяжем так до конца ряда. В следующем ряду будем делать убавки. Вяжем 1 изнаночную, 2 лицевые, накид распускаем, 2 лицевые провязываем вместе за переднюю стенку, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид распускаем, 2 лицевые провязываем вместе. В следующем ряду я тоже делаю убавки. Вяжем 1 изнаночную, 2 лицевые провязываем вместе за переднюю стенку, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевые провязываем вместе за переднюю стенку, 1 лицевая, 2 вместе, лицевая, изнаночная. В этом ряду вяжем следующим образом. 1 изнаночная, 2 лицевые провязываем вместе за переднюю стенку, 1 изнаночная, 2 лицевые провязываем вместе. Теперь изнаночную разворачиваем, провязываем вместе с лицевой за переднюю стенку. Изнаночную разворачиваем, провязываем вместе с лицевой. Довязываем так ряд до конца. Затем отрезаем кончик нити, вставляем в иголку широким ушком. Проводим иголочку сквозь наши петли, вводим ниточку на изнанку, закрепляем с изнаночной стороны и прячем все хвостики. Кончик наборного ряда и концы соединения моточков тоже прячем. Затем отправляем нашу шапочку стираться и сушиться. Стираю я в машинке на режиме ручной стирки, сушу на горизонтальной поверхности. Посмотрите, как преобразилась шапочка после ВТО. Петельки выровнялись, ниточка раскрылась. Прикрепляю бирочку и помпончик. Посмотрите, какая красота у нас вышла. Очень классная шапочка. Если у вас нет помпончика, вы можете сделать его самостоятельно из пряжи. В правом верхнем углу у вас ссылочка на видео с помпончиками. Также там есть лайфхак для помпонов из меха. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.